Здравствуйте! На канале уже очень давно не выходило видео, настолько давно, что я уже даже забыл, как это делать. В результате, пока делал это видео, нервничал, потел, заболел, но в результате с соплями пополам сделал. А вытащило меня из забвения событие, которого не было, сколько я играю. Все 14 лет разработчики воспринимали нас танков как бездушную консервную банку. Хоть как я не старался доказать, что у нас тоже есть чувство и ствол. Маленький ствол. И вот свершилось. Вот оно. Великое обновление танков. Не будем дальше затягивать и посмотрим, что же у нас изменилось. Сама панель умений была изменена. Все атакующие умения были собраны в одном разделе физ-умений. Ряд умений остались без изменений. Восходящий удар и цепной порыв получили небольшую прибавку к мощности. Также появилась возможность их модификации на шанс критического удара умения. Максимальная прибавка 20%. В умении исчезающее оглушение убрали дебаф, который понижал физическую защиту во время использования стойки с двуручным хватом, так как самой стойки больше нет. В умениях фокусировка щита и поднятие щита был уменьшен показатель прибавки физической и магической защиты, а также уменьшение шанса и силы получаемого критического урона были снижены. Время действия увеличено с 10 секунд до 60. Прибавка с модификацией увеличена с 10 секунд до 20. Время перезарядки умения увеличено из 60 до 180 секунд. При небольшом разгоне отката умений он будет действовать постоянно. Пассивное умение Великая Крепость больше не уменьшает их время перезарядки. Как и прежде, оба эффекта одновременно использовать нельзя. Также в умении Подъем щита добавили эффект уменьшения шанса получить критическое повреждение от физических умений. Атакующее умение Волна щита, которое оглушало всех окружающих противников и накладывало положительный эффект на 50% физической защиты для танка, полностью переработали, и теперь это аналог БЖ. Используя на себя, вы получаете иммунитет к отрицательным эффектам замешательства и опасной зоны на 5 секунд. Также можно использовать на выбранного члена группы. Анимация отличается в зависимости от того, на какой дистанции от вас находится выбранная цель. Если цель находится рядом с вами, то анимация такая же, как была прежде. Если цель находится на расстоянии, то танк подбегает к цели и накладывает на нее и себя положительный эффект. В случае, если цель находится дальше радиуса действия умения, то танк не приближается на необходимую дистанцию, и вы скорее умрете, чем дождетесь положительного эффекта. Нужна защита, то держитесь рядом. Либо ждите воскрешения. Модификации на время нет, но можно увеличить дистанцию действия на 200 единиц. Перезарядка умения 50 секунд, что будет позволять его довольно часто использовать. Положительный эффект 9-й эгиды был переработан. Теперь под действием эффекта 9-й эгиды уменьшается шанс получить весь критический урон, а также уменьшается повреждение. Механика работы умения не изменилась, но переработали анимацию. Если раньше круг щитов показывал зону, в которой действует эффект, то теперь круга нет, и определить, на какой дистанции вы будете под защитой, можно только с помощью опыта либо интуиции. Время перезарядки умения уменьшили с 600 до 200 секунд. Механика и анимация защиты веры стала подобна эгиде. Эффект применяется только к тем, кто находится в зоне ее действия. Максимальный получаемый урон во время действия защиты веры увеличили с 650 до 30 тысяч. В зависимости от физической защиты максимальный урон может быть уменьшен, но не меньше, чем до 15 тысяч. Время действия уменьшили с 15 секунд до 10. Штрафа, который накладывался после использования защиты веры, больше нет. Можно теперь возвращать в группу своего второго танка, который последние года пылился на складе. У максимальной защиты, так же как у защиты веры, был увеличен максимальный получаемый урон из 400 до 20 тысяч. В зависимости от физической защиты максимальный урон может быть уменьшен, но не меньше, чем до 3000. В целом для персонажей, у которых значение хп по миллиону и более, это незначительное изменение, а вот для тех, у кого меньше, максимальная защита и защита веры вас больше не спасет. Наконец-то закончилась эта эпоха танков с постоянными закрывашками, с топазами. Как я ненавижу эти топазы. Всю романтику танков на Олимпе. Анимация умения была изменена, и теперь это не щит, а шарик. Время действия уменьшили с 30 секунд до 10, а также прибавка от модификации была уменьшена с 15 секунд до 10.
Ауры у танка стали тоглом, так же как у ДК. То есть каждый раз, когда вы заходите в игру либо умираете, вам не будет необходимо включать ауру. Аура стали получила усиление, а также уровни развития. Действует на всех членов группы. Ауру вызова переработали, и теперь она дает мощные боевые характеристики. Действует не на всю группу, а только на себя. Если у вас в группе несколько танков, то на вас будет действовать только ваша аура, а на остальных членах группы будет переключаться. Для изучения уровней развития аур необходимы камни рун. И довольно много. Умение «Стойка с двуручным хватом» было удалено. Вместо него было добавлено умение «Поднять меч», которое повышает характеристики на 40 секунд. При использовании с аурой вызова время действия повышается на 20 секунд. Модифицируется на время. Максимальное время действия с аурой вызова — минута 20. Время перезарядки такое же, как у молитвы — 300 секунд. При должном разгоне откатов данное умение можно сделать без отката. В улучшенную ауру провокации было добавлено повышение силы физических умений. Теперь она не настолько бесполезная, как раньше, и на нее даже не жалко улучшенный камень рун. Указанные пассивные умения остались прежними. В пассивном умении владения оружием повысили ПВЕ урон. Еще добавили повышение силы физических умений, а также шанс и силу критических атак. Великому владению щитом добавили увеличение мощности физических умений и шанс критической атаки умениями. В умении Великая крепость увеличили защиту щитом, а также добавили увеличение физической атаки, мощности физических умений и увеличение шанса и силы критических атак. В молитвах всех танков 60% увеличение шанса и силы обычных критических атак заменили на 31% увеличение шанса и силы критических атак физических умений. Все классовые ауры получили уровни развития. В умении Рев у всех танков, кроме положительного эффекта, который накладывался на всю группу, добавили положительный эффект, который накладывается на самого танка и повышает его боевые характеристики на 10 секунд. Всем классам пассивное умение Слава, которое изучается на 120 уровне, добавили 5% повышения мощности, а также силы критических атак физических умений. Умению массовый удар молнии увеличили мощность умения, а также уменьшили время действия паралича с 5 секунд до 2. Время перезарядки было уменьшено с 30 секунд до 10. Умению вдох души также увеличили мощность умения и уменьшили время перезарядки с 30 секунд до 10. Косе смерти увеличили мощность умения, а также добавили блокировку магических умений цели на 5 секунд. Время перезарядки уменьшили с 45 секунд до 20. Все три умения получили возможность модификации на шанс критической атаки физических умений. Максимальное значение прибавки 20%. В кубике смерти 70% повышение сопротивления отрицательным эффектам заменили на повышение сопротивления отрицательным эффектам, указанных в списке, на 30. Шестигранный кубик не изменился. В пассивном умении Великая Тень Шилин увеличили прибавку физической атаки. В триггере присутствия Шилин увеличили прибавку физической и магической атаки для всех членов группы. Триггер Тень Шилин остался без изменений. Умению Гигантская волна уменьшили мощность умения. Время перезарядки уменьшили с 15 до 9 секунд. Обратному потоку мощность умения увеличили, улучшили анимацию, а также добавили дебаф, который накладывается на противника и блокирует его магические способности на 5 секунд. Время перезарядки уменьшили с 45 до 18 секунд. Водоворот уменьшили мощность умения, а также сократили перезарядку с 30 секунд до 8. Все три умения получили возможность модификации на шанс критической атаки физических умений. Максимальное значение прибавки 20%. Кубики остались прежними. В пассивном умении Волна Великого Отелло увеличение всех защитных атрибутов на 5% заменили на увеличение на 60 единиц. Снижение времени перезарядки умений теперь указывается как 3%. Триггер присутствия Евы, который раньше срабатывал, когда вы использовали умение фокусировка щита либо подъем щита, теперь с 30% вероятностью срабатывает, когда вы получаете урон. В самом триггере снизили прибавку физической и магической защиты, а также защитных атрибутов. В скольжении Феникса уменьшили время действия провокации с 5 секунд до 3. Перезарядку умения сократили с 30 секунд до 10. Умение Пылающий цепной удар переименовали, и теперь оно называется Огненные крылья. Анимацию умения переработали. Мощность умения увеличили. Возгорание цели больше не вызывается. Вместо этого добавили дебаф, который блокирует использование физических умений на 5 секунд. Время перезарядки сократили с 45 секунд до 20.
Огненное перо мощность умения уменьшили. Время действия провокации сократили из 5 секунд до 3. Перезарядку умения сократили из минуты до 10 секунд. Все 3 умения можно модифицировать на шанс критической атаки физических умений. Максимальная прибавка 20%. Кубик Феникса больше не снимает отрицательные эффекты. 60% повышение сопротивления отрицательным эффектам заменили на повышение сопротивления указанным отрицательным эффектам на 10. Пассивное умение Великий Бессмертный Страж добавили эффект увеличения получаемого лечения на 10%. Физическую и магическую защиту увеличили. Так же как и у ТК, триггер теперь срабатывает при получении урона. В самом триггере Дух Феникса уменьшили объем увеличения получаемого лечения с 10% до 5%. Эффект неуязвимости в защите Валакаса сократили с 30 секунд до 20. В сардонической стойкости при использовании стойки ярости, аналогично другим танкам, увеличили максимальный получаемый урон. Самые большие изменения затронули рыцарей смерти. Итак, да, ее больше нет. Пускай от нее и было пользы не больше, чем от попугая у лучников, пускай она и умирала от любого чиха, даже собственного, но она была. Бегала рядом с нами 20 лет верным спутником, правда последние года в основном в мирных зонах, но ее вполне успешно можно было использовать как пета в сессионных зонах, либо чтобы сделать красивые фоточки. В крайнем случае, хотя бы с ее помощью можно было бы показать детям, что такое смерть. Но все. Вместо бестолковой пантеры добавили не менее бестолковый кубик пантеры. Как указано в описании, он должен каждые 13 секунд блокировать физические способности цели на 3 секунды. Но, как показывает практика, кубик живет своей жизнью и может по целой минуте ничего не делать. Либо спустя минуту прокастовать дебаф на противника, а дебаф не пройдет. И ты сидишь, смотришь на кубик этот и думаешь: кто создал тебя такую? Добавили новое умение натиск пантеры, с помощью которого стремительно приближается к цели, а также опрокидывает ее на 2 секунды и всех окружающих противников. Дистанция довольно небольшая, 400 единиц. Время перезарядки 10 секунд. Можно модифицировать на дистанцию. Максимальная прибавка дистанции 200 единиц. Умению теневая охота уменьшили мощность. Добавили восстановление здоровья 5% при использовании. Анимацию умения улучшили. Время перезарядки уменьшили с 30 секунд до 10. Но я не знаю, могли бы какую-то предысторию придумать, куда делась пантера и почему все скиллы выглядят как пантера. К примеру, было неурожайное лето, и холодной зимой выжили не все. И теперь пантера навсегда со мной. Буквально. Ну, либо не навсегда, а пока не построят в Lineage туалеты. 20 лет истории пустили коту под хвост. Кошки. Умению цепной удар черного шипа увеличили мощность. Анимацию умения изменили. Также добавили отрицательный эффект, который блокирует физические способности цели на 5 секунд. Восстановление здоровья уменьшили до 5%. Время перезарядки умения сократили с 45 до 20 секунд. Мстительный шип переименовали Мстительный черный шип. Это все потому, что я черный. Анимация умения также изменилась. Мощность умения увеличили. Дистанция действия больше не увеличивается в зависимости от триггера Великая Крепость. Время перезарядки сократили с 30 до 10 секунд. Все 3 умения получили возможность модификации на шанс критической атаки физических умений. Максимальная прибавка от модификации 20%. В пассивном умении Великий Шип Мести увеличили физическую атаку, а также добавили сопротивление отрицательным эффектам, указанным в списке. Триггер Дух Мести не изменили. Как и прежде, он действует только на себя. В триггере Мстительная Воля уменьшили восстанавливаемые ХП, а также заменили увеличение обычных критических атак на увеличение критических атак физических умений. Что мы имеем в итоге? Наконец-то пришло время, когда на всех танках комфортно играть как в группе, так и соло. Очень сильно повысился урон в ПВЕ, и теперь не уступает даже ДК. У моего 110-го танка ДПС оказался не хуже, чем у 113-го ДК, которым я качался. Так что туда-сюда уже бегает не ДК, а сам танк.
Шанса крита стало даже с избытком. Я в своем 110-м резаке даже сменил второй СА, который был на шанс крита, на физическую атаку. Среди физических классов с АОЕ атаками танку разогнать ДПС легче всего. Недостаток лишь в том, что нет ни одного ослабляющего умения. В ПВП ситуация с уроном похуже, но даже несмотря на это, танки теперь могут убивать. В плане выживаемости на закрывашке особой надежды нет, так что в бусте придется ловить баланс между защитой и атакой. Среди всех танков ШК получили самую большую мощность умений, но в ДПС ДА может побороться за первое место. Самая маленькая мощность умений у ТК, но как и раньше он остается танком с самым большим контролем. Умение призвания щита, хоть на это и была надежда, но он не закрывает отшивен. К тому же большим недостатком этого умения есть то, что если никто не выбран в цель, то на себя он не применяется. В целом мои впечатления от обновления превысили ожидания. Посмотрим, что будет дальше и какие изменения будут вносить, но пока все отлично. Спасибо, что посмотрели. Если вам было полезно это видео, ставьте лайк, подписка, все по стандарту. Прощаться не буду, еще увидимся.